На купол погостной церкви нужно читать 6 раз. Либо человек с вами идет, вы говорите, он за вами повторяет, глядя на купол погостной церкви. Либо вы идете за него, читаете и называете его имя. Но в этом случае немножко сложно. Нужно и имена врагов узнать, кого боится, число этих врагов. Потому что по числу этих врагов нужно купить свечи, потом стоять, глядя на купол, почитать, потом пойти на безымянной могиле эти свечи зажигать и говорить: эта свеча за упокой такого-то, эта свеча за упокой такого-то, всех врагов назвать, зажечь эти свечи, оставить на погосте, отвернуться, уйти, пойти в церковь, там зажечь за упокой столько же свечей и назвать их имена. Сейчас я по порядку вам объясню. Итак, глядя на купол церкви, читать. Это может применить практикой для себя, собственно говоря. Так что учтите. Говорите: церковь погостная, в тебе мертвых отпевали, навечно прощались и земле отдавали. Отпей, церковь погостная, моих врагов. Поклади их по гробам, да схорони под оградой. Через купол погостной церкви отпеваю своих врагов, доли лишаю, по миру пускаю, да будет так. Говорите 6 раз, потом берете свечи, столько свечей, сколько ваших врагов в данный момент, да, которых вы знаете. Если вы их не знаете, то берите 6 свечей, столько же, сколько прочли, и ставите на безымянных врагов. То есть тех врагов, которых я не знаю, но они есть. Итак, берете по численности своих врагов, идете на кладбище. Туда же, где-то церковь стоит на погост. Ставите на безымянной могиле по численности ваших врагов свечу. И говорите: это за упокой души такого-то. Это поминаю такого-то. В общем, вот таким образом ставите эти все свечи. Заходите в церковь. Там, где алтарь, значит, за упокой ставите. Опять же, этим врагам, называя их имена. И выходите. Выходите. И тут же возле церковного перекрестка, вот прям рядом любой перекресток от церкви, который идет, первый же, да, оставляйте мелочь, через левую руку кидаете. Если там много народу, постарайтесь вечером, к вечеру идти. Или положить вот так, чтобы люди не видели, да, и уйти. И я вас уверяю, что ваши враги абсолютно забудут о вас, потому что у них такие проблемы начнутся, что им будет не до вас. Или если им будет до вас, то у них такое безумие начнется, у них такой переполох в жизни, что, собственно говоря, вы можете только наслаждаться их вот этим метанием, их сумасшествием. Но если у вас, например, конкуренты, если у вас люди, которые специально вас портят, специально пытаются вам сделать зло и так далее, они сгинут. У них начнутся очень нехорошие, очень страшные вещи.